Вот мы можем провести простой опыт. Ну, условно говоря, борьба на руках. И посмотрим, вообще, как работает транспрактика. Поставьте руки. Да, стань так, как тебе комфортно, удобно, чтобы тебе было комфортно, удобно. Да. Давай, и делаем запись. По команде медленно, не резко, как принято, а медленно. Давайте, кто кого переводит. Давайте. Татьяна действует правильно, внимание. Посмотри на нее. Смотри на нее. И посмотри на него. Ну как? Тяжело. Очень тяжело. Ну да. Ну, он скажет, что ты в стену уперся. Ну можно. Да. Это Мне условно. нужно было бы прям... Да, всем телом надо было наваливаться, чтобы от нее что-то добиться. Понимаете, мы только запустили, только запустили трансатлетик программу. Буквально только. Прошло-то всего несколько дней. Или там неделя прошла. Да? И вот я Татьяну вчера прошу, чтобы она посмотрела, как ее силовое восприятие изменилось. Она говорит, ну я чувствую так по телу, что изменения есть, а сказать, что у меня сила изменилась, не могу сказать. Таня, у тебя сила изменилась? А сейчас давайте так, обычное внимание. Татьяна, давай обычное твое внимание. Обычно, которое принято, это самое, да, по-человечески. Обычное внимание. Да. Точно так же медленно. Давайте. Да. Легко? Да. Вот, чувствуется, что это самое, это другое тело. Ты, Ну, да, это другое тело. Оно как будто трясется, как будто. Да. Вот То есть, я это делаю, другое тело. это То есть ты столкнулся не с монолитом каким-то, не с какой-то скалой, да, с которой надо бороться, а с чем-то иным. Хорошо, другой прием, который это самый, вот тот же самый прием, который принят в айкидо, который говорит, наша рука, хора, она раскрыта в пространстве развития во всех направлениях, не просто одна деревянная. Понимаете, надо ходить, и как это красиво. А когда раскрыто все вместе, это совершенно другая пластика. Татьяна положила руку ему на плечо. Да? Так. Да. Положи. Да. Вот. Да. Вторая рука. Вот так положи, да. Вот. Ну, вот ты можешь этим даже, как тебе удобно. Вот. И начинай продавливать. Да, не бойся. Дави, не бойся. То продолжай давить. Все сильнее, дать, а пальцами начинай двигать. Вот. Посмотри это самое, это, как она выглядит. Нормально? То есть видно, да, что внешность чуть-чуть да, изменилась. Да, не бойся. Ты дави, не бойся. Ну да. Вот. Это вполне достаточно. То есть человек выглядит вполне вменяемо, владеет своей рукой. Она может разговаривать, объяснять и показывать даже в том, что же с ней происходит. Рассказать, что у нее внутри происходит. Да вполне этого достаточно. Вот. Жалко, он это самое на лице не показывает мути, да, чтобы это было более эмоционально. Ну, убедился, да? Нужно встать. Ты просто встань, вот так, не рядом с ним встань. Чтобы было видно, да, что это молодой человек, физически достаточно неплохо развитый, да, широкоплечий, высокий, да. И Татьяна Владимировна, я возраст ее не буду говорить, вот, но взрослые женщины, вот. Вот. То есть мы сейчас посмотрели два приема, один восточный, другой европейский. И сравнили молодого мужчину и женщину поменьше ростом и физически реально намного слабее. Но, как оказалось, она в этих двух приемах достаточно устойчивая. Посмотрите, у нее очень спокойное выражение лица. И главное, что ее рука пластична. Мы знаем, что кисть связана с мозгом. И она связана не просто с мозгом, а с памятью.